Ребята, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас большой выезд, втроем едем с ночевкой. Славский район, погода, дождь. Вот она кирха, которую, кстати говоря, восстанавливают. Вот фонарь. А вот брусчатка, которая у нас дребезжит. Здесь местный парк, и вы можете видеть, золотой дедушка Ленин стоит. Такая вам мини-экскурсия. И вот дома с рекламой. Еще видите остатки немецкой рекламы. Молочная тематика. Лавлас, там все дела. Не переключайтесь, друзья, подписывайтесь. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар 32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Выпуск обещает быть интересным. Правильно я говорю? Как Бог даст. Чего? Я говорю, как Бог даст. Все готовы к старту. У нас здесь рыцарь появился. Опа. Ну что, погнали шерстить старую дорогу, богатую серебром. Ну вот, вышли на дорогу. Со старой катушкой я тут ходил, а с новой еще нет. И вот первые плоды пошли вообще из такой глубины. Выцепил. Такая латунная пряга. Это микроскопическая находка какая-то. Как будто колпачок от ниппеля. Может, велосипедный. Может, еще какой. Гешт какой-то. Дубль В, вензель. Интересная какая-то. Деловой колпачок. Маленький, но деловой. С достаточно большой глубины, друзья, сигнал. Смотрите. Чуть-чуть присадил лопатой. Бронза. Помыл я это дело, друзья. Что-то с охотничьей темы связано. Не шибко-то древняя. Ну, в принципе, как бы да. Патины тут мега древней нету. Тут вот подлопнувший маленько, видите. Не знаю, интересный предмет, конечно. Тимур, командант, что-то копает. Ох, как глубоко. Орет как не в себе. Только взгляните, какой поясок. Шикарнейший. Толстый. Чистая медь. Генерал вон этот фундамент, короче, решил тут подчистить. И на него тут нападают. Вон, смотрите. О. Бросаться готов. Хищник. Уж самый натуральный. Че, марку, говорите, нашли? Ну. Вот она. 1/2 марки.
Серебро, как-никак. Уже и мама с батей выползли. Все тут обороняются полностью. Ладно, не будем трогать. Хай спят дальше. Такая пуговица с якорем. Большая. Вот Первая мировая, я думаю. Нестандартная, как обычно. Криксмарин попадаются пуговки с якорем. Тут гораздо больше диаметр. Очищается плохо. Такая подросло в нее. Не успел я пуговицу поднять, как кричит Тимур, полжетона. Ну, предположительно, тоже, наверное, Первая мировая. Ну, сейчас посмотрим. Может, и не Первая мировая. Да, мне кажется, без воды. Да, что-то вроде. Штамм, да, что-то там? Штамм, КП, Джеб 312, 572. Ну, если не ошибаюсь, это саперные ребята какие-то были. Кто силен в расшифровке, пишите в комментарии, будем признательны. Ну, дорога идет по стерне. Смотрите, притаился. Ну, а в руку по стороне. Да, там видно хорошо. О, бодряк какой. Наверху лежал прям, загорал. Следующая находка. Кольцо. Это уже птичьи дела пошли. Номер 1243. Вот это вот РДК Л или РДКЕ. Это ассоциация каких-то заводчиков Восточной Пруссии по пернатым. Вот такая находка. Уже неоднократно находил я такие кольца. Так, еще одно птичье кольцо у меня. Тут уже 544 номер. Какие-то индюки таскали их в конце 30-х годов. Речушка течет. Там вон перекат даже какой-то впереди, выше. А вот здесь вот эта стриженка, по которой мы ходим. Господский двор там. Наверняка куда-то сюда ходили купаться. Надо походить, поглядеть здесь. Погода шикарная. Все, иней весь ушел, уже плюсовая температура. Наверное, +8. Очень хорошо. Что, вот прям в дороге сигнал. И смотрите, гренатка. Ох, красавица какая маленькая. Усик есть. Красотулька. Батюшки мои. Ну, посмотрите, как на солнце играет. Возможно, Англия или Франция. Как вы считаете, друзья? Пишите в комментарии.
Это дикий сигнал в дороге, просто дикий, друзья. Уже близко вроде, да? Да, уже где-то истина, где-то рядом. The truth is out there. Какая почва спрессованная. Далеко берешь. О, Завалилась. корона была, походу. Это корона была, Тимур. Думаешь? Это не корона, а подсвечник какой-то. Вот тебе и дорога. Может, с каретой? Не, смотри, смотри. Вот она была. Вот ответвление. Здесь была по центру. И вот тут еще такая была. А может быть герб, да? Ну, похоже на корону. Ну, какие-нибудь пошли. Ну, по Первой мировой цинковая пуговица с короной. Такой старый кран. Бочковой, наверное. Тяжеленький. Решил вдоль канала позвонить. Сигналов много. Посуда попадается. Сейчас он еще левее. Лосьон, наверное, какой-то был. Тут вот дом был. И сюда сгребали все это хаотично. Так, разрабатываю мало-помалу. Триумф. Консервен глаз. Ну, видите, какие-то случайные стекляшки лезут. Следующая находка. Это такая мощная пуговица. В такой патине темной. Это явно от шинели. Это какой-то зимний. Шибко суровая. Может, Первая мировая еще. У Тимура прям на дороге практически. Сигнал был. Уже он там вздрогнул. Говорит, чуть ли подумал, а вдруг золото. Какая-то украшалка. Сейчас почистим ее, посмотрим. Камешек даже какой-то есть. Один самоцвет выпал, к сожалению, один рубин. Вот. Вот такая заколка. Или что это? Дальше сигнал в дороге. Очень похоже на блесну медную. Тут отверстие, я так понимаю. А это лепесток, типа вертушки. Тем более вот здесь канал. Явно щуку ловили. Возможно, и немцы. Кто его знает. Патина такая зеленая уже на ней довольно. Внутри особенно. Может, и старая. Решил по дороге пройти. И вот такая, я так понимаю, кокарда это вылезла. Лопатой, блин, шандарахнул по ней. Сейчас ополосну, посмотрю, что за кокарда такая. Что там за молот скрещенный.
В общем, кокарда учащегося хабзайки. Что, еще сходить, наверное, да, принести там потолще их? Ну вот, разгорелся костер. Все мокрое, влажное. Наверное, целый час у нас ушел, чтобы по-человечески все сделать. Красота. Так, у нас сегодня сет Аль Пачино, слойка с джемом, чебурек и капучино.